Доброго времени суток всем любителям технологий. Меня зовут Гарри, и это канал о создании человекоподобного робота на 3D принтере. А все комментарии с хэштегом InMove вы можете наблюдать по ходу этого видео. Так что не упусти шанс попасть в следующий выпуск. Друзья, выпуск реально невероятно интересный, материалы подобраны от криповых роботов до звуков марсианского ветра, так что посмотрите его полностью, и вы будете приятно удивлены. Спасибо всем, кто пишет комментарии, ставит лайки, а настоящие фаны добавляются ко мне в контакт. Позже я добавлю этих людей в закрытую группу, где их будут ждать небольшие, но приятные бонусы. Следующее видео выйдет очень скоро, а сейчас приготовьтесь и будьте внимательны. Наше погружение начинается. Velox – робот, способный передвигаться по любой поверхности. В наше время робототехники все чаще используют подсказки природы, в результате чего появляются роботы в виде рыб, змей, сороконожек, птиц, бабочек, стрекоз и других живых существ. Недавно компания Pliant Energy Systems, возглавляемая Пьетро Филардо из Нью-Йорка, представила робота Velox, способного эффективно передвигаться по воде и по суше. При создании Velox Филардо использовал познания в области морской биологии. Он отказался от жестких вращающихся лопастей, которые приводят в движение морские суда, заменив их механизмом, работающим по принципу гибкого плавника. Бортовой процессор распределяет силы между приводами, формирующими волнообразные движения. В результате в воде робот движется, напоминая морского ската. Также уверенно Velox чувствует себя на суше, на песке, снегу, гальке, брусчатке и даже на льду. Создатели крипового бота уверены в его будущем. Он сможет найти применение при доставке медикаментов, оборудования, а также при выполнении различных миссий в популярных регионах, где есть необходимость передвигаться как по воде, так и по льду. Как по мне, так это очень интересная разработка, где сливается подход технологий и природы. Affetto – это детище исследователей из Университета Осаки. Первая версия ребенка-монстра Affetto появилась в 2011-м, а недавно они показали второе поколение этого робота. Японские робототехники не ставили задачу получить приз на фестивале хоррор-фильмов, просто они никак не проработали такой аспект, как выражение глаз. Глаза у Affetto действительно прорисованы и очень подвижны, но в них нет искры, они подчеркнуто неживые. Думаю, этот эффект тоже можно назвать эффектом зловещей долины, о котором я уже говорил ранее. Проще говоря, неестественность. Вкупе с очень даже по-человечески теплыми и веселыми ужимками и гримасами маленького ребенка, это создает сюрреалистическое впечатление. Структура лица Affetto поделена на 116 ключевых точек, так называемых единиц деформации, каждая из которых подключен набор механизмов, обеспечивающий смещение в заданных пределах движения в разные стороны в трехмерном пространстве. Все точки собраны в единую модель. Она обрабатывается алгоритмами для вычисления необходимой величины деформации и места ее приложения, чтобы показать сложную эмоцию. Например, Affetto может сначала легко раздвинуть губы, потом широко раскрыть и показать зубы. Далее раздвинуть уголки рта и опустить подбородок, сощурить глаза и распахнуть рот, изображая дичайший приступ смеха. Благодаря такой точности Affetto хорошо имитирует мелкие мимические жесты и может показать оттенки эмоций, которые никак не ждешь от робота. Практической пользы это не несет, но сама технология наверняка пригодится в дальнейшем для создания роботов-актеров, сиделок, воспитателей или учителей. Звуки марсианского ветра. Марсоход Insight сделал открытие, которого никто не ждал. В первых числах декабря машина готовилась к развертыванию аппаратуры, как вдруг два ее обособленных датчика зафиксировали грохот и низкий гул. Специалистам потребовалась целая неделя, чтобы разобраться и понять, что это были отголоски марсианского шторма, который прошел на северо-запад от марсохода со скоростью 24 км в час. Интересно то, что на борту Insight нет акустических приборов, регистрация звуков не числится среди функций марсохода. Открытие сделано не случайно, а будто вопреки программе. Сенсоры уловили не звуки, а вибрации от двух солнечных панелей в форме кругов. Они передались на корпус марсохода, где их считали сейсмические зонды, которые по умолчанию защищены от такого рода помех во время работы. Но именно тогда, когда зонды не были активны, аппаратура еще оставалась в своих боксах, и поэтому сенсоры сумели зафиксировать эти странные колебания. Смятение ученых
ученых можно понять. Неожиданно оказалось, что вся конструкция марсохода Insight при поднятых солнечных панелях представляет собой гигантское ухо. И оно действительно может улавливать колебания среды, звук марсианского ветра. НАСА опубликовала запись этого звучания почти без обработки, просто превратив колебания в акустические волны. Скорее всего, вам потребуется мощный сабвуфер или хороший наушник. Звук идет на грани человеческой слышимости. Пока мелодий с Красной планеты ждать не стоит. Через считанные месяцы марсоход пробурит скважины, зонды опустят туда для работы и вдобавок изолируют от поверхности специальным колпаком, как раз для глушения сторонних вибраций. Но зато на следующем марсоходе Марс 2020 точно будут акустические микрофоны, а его программа исследований будет включать в себя запись различных звуков Марса. А на этом прекрасном моменте мы завершаем этот выпуск. Вот так выглядит наша деталь. А если вам понравилось видео, можете поставить палец вверх. Ну и конечно репост от самых ярых и преданных фанатов. А с вами был Гарри.